Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы сегодня завершаем говорить о модели АДС. Подытожим то, о чем мы говорили. В модели АДС равновесие всегда устанавливалось при полной занятости. Какие-то отклонения от состояния равновесия могли наблюдаться только в краткосрочном периоде. При этом при этих отклонениях экономика самостоятельно возвращалась к состоянию полной занятости. В прошлых двух видео мы это наглядно показали. Поэтому вывод из модели АДС в том, что нет необходимости в государственном вмешательстве в экономику. Мы говорили, что один из ключевых вопросов макроэкономики – это необходимость, возможность и эффективность государственного вмешательства. Вот эта модель говорит, что нечего государству в экономике делать. Она все способна отрегулировать самостоятельно. Но все мы, наверное, понимаем, что на практике это не совсем так. Первым к такому пониманию пришел экономист Джозеф Берлинер, и он ввел такое понятие, как эффект храповика. Что такое храповик? Это такой механизм, который не позволяет колесу вращаться в обратную сторону. Вот вы сейчас на экране видите примерно, как это работает. Да? Мы видим здесь, что в обратную сторону движение будет невозможно. Так вот, также в экономике. В модели АДС равновесие восстанавливается за счет изменения уровня цен на ресурсы, при изменении уровня цен на готовую продукцию. Берлинер же сказал, что в действительности ценам присуща тенденция только к повышению, или как минимум присуща жесткость в сторону понижения цен. Поэтому отрицательные шоки спроса и предложения будут иметь для экономики отрицательные последствия. С чем связан этот эффект храповика, вернее, чем он вызван? Ну, во-первых, как правило, трудовые договора заключаются на определенный длительный срок, поэтому ставкам зарплаты не позволяют снижаться вот эти вот заключенные долгосрочные трудовые договора. Кроме того, если мы начинаем снижать зарплату, то, как правило, это вызывает снижение производительности труда. Кроме того, практически во всех странах есть законодательно установленная минимальная заработная плата. Все это не позволяет снижаться ценам на ресурсы. С другой стороны, в современном мире наблюдается в основном конкуренция несовершенная, а не совершенная конкуренция, да, как мы говорили в микроэкономических моделях. А в условиях несовершенной конкуренции фирмы, как правило, обладают той или иной степенью монопольной власти. То есть они могут контролировать цену на свою продукцию. Следовательно, если фирма может контролировать цены на свою продукцию, естественно, снижение цен, наверное, вряд ли возможно. Ну и изобразим теперь на графике эту ситуацию. Допустим, у нас наблюдается отрицательный шок спроса. В соответствии с моделью АДС экономика должна попасть в долгосрочном периоде в точку EL с более низким уровнем цен и вернуться к естественному объему национального производства. На практике же, так как цены не гибкие в сторону понижения, то, как правило, уровень цен снижается лишь незначительно. И экономика попадает в равновесие, в некоторую точку E1, где уровень цен несколько ниже, но объемы производства ниже, чем при естественном уровне. То есть на длительное время и экономика будет в этом состоянии оставаться. Нет механизма возврата ее обратно к естественному объему национального производства. То есть на длительное время экономика попадает в ситуацию вынужденной безработицы. Похожим образом все развивается и в случае отрицательного шока предложения. Теоретически экономика
при отрицательном шоке предложения должна вернуться в исходное состояние. Но на практике в краткосрочном периоде она попадает в точку Е1, уровень цен растет, объемы производства снижаются, и так как цены на ресурсы не гибкие в сторону понижения, то в этой точке Е1 она надолго и остается. В результате имеем какие последствия? Рост уровня цен и снижение объемов национального производства, или так называемая стагфляция. Да? Вот примерно такие недостатки этой модели были выявлены уже внутри самого классического направления, которое, в принципе, подразумевает саморегулирование экономики. С моделью АДС мы на этом с вами закончили. А в следующий раз мы поговорим о другой модели, о кейнсианской модели макроэкономики. Был такой знаменитый экономист, или, как говорят, отец макроэкономики, Джон Мейнард Кейнс, который сказал, что нет, ребята, экономика не саморегулируется, она не находится, во-первых, в состоянии полной занятости. Если она туда попала, то это только случайно, а если происходят какие-то внешние изменения, то она от него уходит и никогда к нему не вернется. Вот с этой моделью мы познакомимся с вами в несколько следующих наших встреч. А на сегодня все. Спасибо за внимание и до свидания.